Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам коллекцию фильмов и не только по франшизе Джеймс Бонд. Впервые фильм по данной франшизе вышел в 1952 году, а сама франшиза основана на книгах писателя Яна Флеминга. И в сегодняшнем видео будут отдельные издания, которых у меня не так много, затем сборники, в котором по несколько фильмов, книга и коллекционные карточки. Хочу начать с книги. Есть у меня в коллекции такая книга, которая мне очень дешево досталась. Бонд, Джеймс Бонд, рассекреченное досье, который написал один из Джеймсов Бондов, Роджер Мур. Под суперобложкой мы видим такой вот у нас дизайн под суперобложкой. И это у нас цветная книга, в которой рассказывается обо всех аспектах фильма про Джеймса Бонда, а именно о злодеях, девушках, спецсредствах, автомобилях, стиле, географии, о Бондах, о том, что было за кулисах и о самих фильмах. Здесь цветные иллюстрации, Шон Коннери, первый Джеймс Бонд. Видим плакаты фильмов. Точнее, не плакаты фильмов, это у нас получается книги, по которым сняты данные фильмы. Книги Яна Флеминга. Казино Рояль, Доктор Ноу, Из России с любовью, Живи и дай умереть, Живешь только дважды. Такие вот книги. Видим Роджер Мур. Здесь далее про злодеев рассказывается у нас. Еще у нас иллюстрации. Далее у нас девушки Джеймса Бонда из разных фильмов. Далее спецсредства. Тоже важный аспект фильмов про Джеймса Бонда. Видим, какие они были в разных картинах. Видим часы. Другие спецсредства. Далее у нас автомобили. Тоже одна из сторон Джеймса Бонда. Самое популярное, это, конечно, у нас Астон Мартины. Есть список этих Астонов Мартинов, участвовавших в серии. Далее такая вот известная подводная машина. И уже из более современных фильмов транспорт Джеймса Бонда. Далее у нас о стиле, о том, как выглядели данные фильмы. Шампанское, алкоголь, костюмы Джеймса Бонда. Далее географии. География фильмов также обширна. Снимались в разных странах. Поэтому разные виды. Далее сами Бонды. Всего их 6 актеров, о которых об отдельных изданиях, с фильмами которых будет далее идти у меня речь. И наконец здесь у нас осталось о том, что было за кулисами. Далее на экране, как их показывали в кино. И, наконец, у нас последний, это у нас плакаты и краткая информация об актерах, бюджете и сборах. И плакаты фильмов. И здесь у нас есть вся информация о всех фильмах, заканчивая координатами Skyfall. Вот, координата Skyfall 2017 год, то есть двух последних фильмов только нет здесь. И видим снова этих 6 Джеймсов Бондов. Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Такая вот интересная, хорошая книга, которая, как я говорю, досталась мне достаточно недорого. Далее будут
отдельные издания. Всего у меня 5 фильмов. Далеко не все фильмы у нас выходили в отдельных изданиях. И я начинал собирать именно с них. Но затем появились у меня сборники, поэтому у меня только 5 отдельных изданий. И начнем по порядку. Первое, которое у меня есть отдельное издание, это «Из России с любовью». Это второй фильм с Шоном Коннери про Джеймса Бонда. И такое вот простое оформление у данного диска. Так, это у нас первое такое издание отдельное. Далее Goldfinger. Это у нас следующий «Из России с любовью», третий фильм с Шоном Коннери. Это у нас уже более раннее издание. Здесь есть внутренний арт. Такой вот простой. Goldfinger. Далее. Следующий фильм. Это у нас картина с Роджером Муром под названием «Живи и дай умереть». Музыку которой написал, точнее, заглавную песню написал Пол Маккартни. Live and Let Die. Известная композиция. Здесь тоже у нас такой внутренний арт, который есть у Голдфингера. Далее, следующая картина. Это у нас фильм с Тимоти Далтоном. «Лицензия на убийство». Здесь тоже уже без внутреннего арта. Разного времени издания. И, наконец, последнее, что у меня есть из отдельных изданий. Это у нас «Координаты Skyfall». Это у нас, получается, третий фильм с Дэниелом Крейгом из 5. Такое вот издание 20 века Fox. Метро-Голден-Майер. «Координаты Skyfall». Такие вот 6 отдельных изданий по Джеймсу Бонду, агенту 007, есть у меня в коллекции. Далее из отдельных изданий также у меня есть фильм, который как бы не входит в каноничные фильмы. Это у нас фильм «Никогда не говори никогда» с Шоном Коннери. Это у нас получается ремейк «Шаровой молнии», в которой также снимался Шон Коннери, но который как бы фильм неофициальный, не входит в официальную Бондиану. Здесь такое оформление. И Шон Коннери с актрисой, которую зовут Ким Бейсингер. Такое вот оформление, такой вот диджипак. Но не последний диджипак еще у нас сегодня, потому что у меня есть 6 изданий по актерам распределенные. Но перед тем, как их показать, я покажу вот такой вот у нас коллекционные карточки в такой коробочке. Здесь у нас по 24 фильмам коллекционные карточки с девушками Бонда. Конечно, девушек этих было больше, но здесь по одной девушке на каждый фильм. И первый это у нас «Доктор Ноу». Далее «Из России с любовью». Фильм с Шоном Коннери. «Голдфингер». Следующая картина это у нас «Шаровая молния». Далее «Живешь только дважды». Следующее «На секретной службе Его Величества». Это у нас фильм с Джорджем Лэзенби. Далее возвращаемся к Шону Коннери. Это у нас фильм «Бриллианты навсегда». Далее, следующая картина, это у нас уже Роджер Мур, «Живи и дай умереть». Далее, «Человек с золотым пистолетом».
Следующее. Шпион, который меня полюбил. Следующее. Лунный гонщик. Джеймс Бонд в космосе. Следующая картина. Только для двоих глаз. Далее. Осьминожка. Далее. Вид на убийство. Это у нас был Роджер Мур. Далее. Следующая картина. Это у нас Искры из глаз. Искры из глаз. Это уже Тимоти Далтон. И еще один фильм с Тимоти Далтоном. Лицензия на убийство. Далее 4 фильма с Пирсом Броснаном. Золотой глаз. Следующее. Завтра не умрет никогда. И целого мира мало. И, наконец, Хэлли Берри в фильме «Умри, но не сейчас». И осталось 4 фильма с Дэниелом Крейгом. Это у нас «Казино Рояль». Далее «Квант милосердия». Следующая картина. Координаты Skyfall. И, наконец, последний, который присутствует в данном боксе. Это у нас фильм «Спектр». 24-й фильм официальный. Вот такие вот карточки, 24 карточки с девушками Бонда. И далее отдельные издания, точнее не отдельные издания, а сборники, распределенные по актерам. И первый сборник это Шон Коннери. Такое вот издание. Здесь у нас, как я говорил, Доктор Ноу, Из России с любовью, Голдфингер, Шаровая молния, Живешь только дважды, Бриллианты навсегда. Такой вот диджипак, диджистак у нас здесь. По 2 фильма положено. Такое вот издание с фильмами Шоном Коннери в роли Джеймса Бонда. Далее. Джордж Лэзенби, который снялся только в одном фильме, который называется «На секретной службе Ее Величества». Поэтому здесь всего один диск. Такое вот издание. Джордж Лэзенби. Второй актер, который играл Джеймса Бонда. Далее. Роджер Мур, который снялся в 7 фильмах про Джеймса Бонда официальных. А именно «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня полюбил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство». Здесь точно так же. Диски распределены в диджистаке, диджипаке. И видим все эти 7 фильмов с Роджером Муром. Третий актер. Далее 4-й актер. Это Тимоти Далтон, который в 80-х годах снялся в 2 фильмах про Джеймса Бонда, а именно «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство». Есть 2 фильма, поэтому они на одну сторону поместились в таком вот тонком издании. Далее, 5-й актер. Это у нас Пирс Броснан. Это у нас фильмы из 90-х и начала 2000-х про Джеймса Бонда.
а именно картины «Золотой глаз», «Завтра умрет никогда» и «Целого мира мало», «Умри, но не сейчас». Здесь уже в таком вот виде, то есть на двух сторонах диджипака поместили диски. Эти 4 фильма поместили здесь. Такое вот издание. Пирс Броснан, 5-й актер. И, наконец, последний актер, который к настоящему времени сыграл Джеймса Бонда. Это у нас актер Дэниел Крейг. Всего он снялся в 5 фильмах в роли Джеймса Бонда, но в данном сборнике только 4. А именно это «Казино Рояль», «Квант милосердия», «Координаты Скайфолл» и «Спектр». 5-й фильм, он с русским не выходил. Когда-нибудь хочу приобрести, но пока в коллекции нет. Поэтому только 24 фильма про Джеймса Бонда и 4 фильма с Дэниелом Крейгом. И видим, здесь у нас 4 диска. И у «Координаты Skyfall» здесь другое оформление, нежели в отдельном издании. То есть здесь общее оформление, а в отдельном издании было такое оформление диска «Координаты Skyfall». Такое вот издание с фильмами про Джеймса Бонда, где его играл Дэниел Крейг. Такие вот 6 изданий есть у меня в коллекции, распределенные по актерам, а также другие фильмы, также фильмы в отдельных изданиях, а также карточки. Такая вот коллекция про Джеймса Бонда есть у меня в коллекции. Да. Такая коллекция у меня про Джеймса Бонда. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.